Всем привет! С вами вновь проект Акасса. Сегодня мы говорим о названии, которое носит народ, проживающий в стране, которая занимает 9-е место по размеру территории. Сегодня говорим о том, что значит слово «казах», или как они сами себя называют – «казак». Акасса на сегодняшний день не существует одного единого мнения о том, как появилось самоназвание казахского народа и что оно означает. Часть ученых считает, что предками современных казахов являются знаменитые кочевые племена саков, населявших в древности степи нынешнего Казахстана. Поэтому термин «казах» возник от двух слов – «каз» и «сак». Само же название «сак» означает «свободный», «вольный», а слово «каз» с древнетюркского переводится как «странствовать», «кочевать». То есть казак – это вольный кочевник. Другие историки полагают, что в названии «казак» слово «каз» значит «настоящий», а слово «ах» – «запад». Таким образом, казак означает «настоящий житель западной степи». Согласно третьей гипотезе, название «казак» берет начало от слов «кос» – это два, «ок» – стрела, племя. На наш взгляд, ответ кроется в характере самого пространства, где сложился казахский народ. Это огромное степное пространство, разделяющее север, юг, запад и восток Евразийского континента. А вокруг великое множество народностей, культур и языков, причем не родственных, а кардинально отличающихся. Туран или Великая Евразийская степь простирается на многие тысячи километров от Восточной Монголии на востоке и до Карпат на западе. Алтайские горы и хребет Тарбагатай разделяют степь на западную и восточную части, сильно отличающиеся по характеру между собой. Пространство Восточного Турана – это место, где зарождались народы, стремившиеся к величию, завоеваниям и порядку. Их руками создавались сильные централизованные кочевые державы, которые затем захватывали весь Туран. Именно на востоке возникли все известные миру кочевые империи – хунская, тюркская и монгольская. Интересный факт. Кочевой народ печенеги, также в свое время обитавший в казахских степях, называли себя кенгерес, кангар, что, вероятно, происходит от древнетюркского слова «кень», переводящегося как «просторный», «обширный», «безбрежный», а в социальном значении так же, как и саки, «свободный», «неограниченный», «вольный». Со временем печенегов сменили племена кыпчаков, у европейцев они назывались половцы. Но это уже другая история. Кстати, если интересно, можем рассказать об этом в последующем. Пишите в комментариях. А пока вернемся к казахам. Совершенно другим было пространство западной части Великой Степи, где сложился современный казахский этнос. Здесь пространство степи было более необъятным, неограниченным и всегда выступало как пространство, где витает дух свободы, геройской вольницы и независимости. В отличие от Востока, где преобладала власть правителя, на Западе власть хана всегда сосуществовала с властью народных масс. А любые попытки угнетения или подчинения местных народов всегда встречали мощное сопротивление. Даже в случае нехватки сил народы Западного Турана предпочитали уходить со своих земель, но не подчиняться завоевателям. К примеру, в 529 и 329 годах сакские племена успешно противостояли завоевательным попыткам персидских царей и Александра Македонского. Делать будем. Жестко делать. Так, в середине 2 века до нашей эры саки, не желая подчиниться пришедшим с востока племенам юэджи и тахаров, перекочевали на юг, в Иран и Индию. Многие кочевые народы, которые терпели крушение своих государств, но не желали подчиняться своим победителям, а это гунны, авары, кыпчаки, угузы, карлуки и кыргызы, бежали на территорию Западного Турана и находили здесь новую родину. Историческое рождение казахов как самостоятельного народа произошло как результат борьбы части племен Белой Орды против гнета со стороны правителя Абулхаир-хана в 1465 году. Под началом султанов Керея и Жанибека эти племена откочевали в поисках свободы в долину реки Чу и впоследствии приняли самоназвание казах. Из тюркских языков термин «казах» перекочевал в другие языки, сохранив при этом свое значение. К примеру, в русском языке устойчивым стало выражение «вольный казак». Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Если принять во внимание все версии, то становится понятно, что этноним «казах» вобрал в себя все исторические особенности жизни казахского народа.
Народа, который на протяжении всей своей истории стремился к свободе, независимости и самоопределению. Дорогие друзья, надеюсь, вам нравится наша работа и работа нашей команды. Если да, то прошу вас подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк. Впереди вас ждет еще масса интересных фактов и открытий. Оставляйте в комментариях, кстати, темы, которые вы бы хотели, чтобы мы раскрыли. Ну а пока на проекте АКАС.